Всем привет, здравствуйте. Меня слышно? Если слышно, плюсики отправьте в чат, пожалуйста. Слышно, отлично. Окей, начнем тогда наш недельный обзор. Итак, начнем со старшего таймфрейма. Да, музыку я уже выключил. Так, это отключим. Это отключаем. Это тоже отключаем. И это. Так, это наша прошлая неделя, когда у нас было падение импульсное. И мы упали как раз на NASDAQ в диапазон недельного имбаланса. И там цену здесь удержали. NASDAQ больше глубже не смог упасть. А S&P 500 он упал еще глубже. Вот этот недельный имбаланс. И здесь мы образовали SMT, скрытый SMT по телам. Вот. И следующая неделя я прогнозировал то, что если мы находимся уже в новом цикле месячного PO3, и эта неделя, вот эта неделя, которая была первой в цикле месячного, я предполагал то, что по квартальной теории это была модель формирования AMD. То есть сначала аккумуляция, затем манипуляция, дистрибуция. Так как всю неделю цена в основном здесь находилась в аккумуляции, только в пятницу сделали дистрибуцию. Но обычно после такого большого падения импульсного цена выходит с такого рейнджа либо через профили, недельных профилей, либо midweek reversal, либо consolidation reversal, либо остается просто в консолидации. Я об этом в нашей закрытой группе писал, мы это обсуждали с студентами. И как раз этот сценарий, последний сценарий, и сформировали на этой неделе. Цена находилась в консолидации. Мы не вышли из диапазона этого рейнджа. Цена находилась просто внутри этого рейнджа. Хотя у нас были сигналы, то, что цена может пойти в лонг, но сначала сделав манипуляцию. То есть забрав вот этот лоу недели и потом продолжить движение.
Но эта неделя показала то, что первая неделя месяца, она, скорее всего, была продолжением вот этого трендового движения, а наша текущая неделя – это аккумуляция. Мы еще об этом поговорим в конце стрима, когда будем делать уже прогноз на следующую неделю. Итак, большой рейндж, и ожидания были то, что цена будет находиться внутри, в начале недели внутри этого рейнджа, и под конец, либо в середине, можно было ожидать манипуляцию. Так. Спустимся на младший таймфрейм. Новая неделя открылась с большим гэпом. Опять-таки из-за Трамп новости. Как такое уже было у нас в апреле месяце, то же самое, когда Трамп начал опять свои тарифные войны, то точно такие же движения происходили. Сильные импульсные падения, потом огромные гэпы на открытии недели. То же самое произошло и на этой неделе у нас. Так, Азия у нас сформировала рейндж, консолидацию. То же самое. Так, теперь, как мы работаем в понедельник? В понедельник мы должны определить рейндж пятницы предыдущего дня. Всегда надо делать анализ относительно предыдущего дня. Так, давайте вообще сначала еще раз посмотрим дневной таймфрейм и как вообще закрылась дневная свеча. Определим байс пятницы, как там все это происходило. Ну вот пятничная свеча, она просто сформировала большую медвежью свечу. Но что интересно, то что эта свеча, она забрала вот эту ликвидность, протестировали дневной имбаланс и закрылись. Допустим, сейчас я сделаю. Так, где это было? Месяц. Угу. Вот как раз, смотрите здесь. Это месячный цикл. Вот тут был хай предыдущего месяца. Вот здесь хай предыдущего месяца. И цена забирает хай предыдущего месяца, потом спускаемся и забираем ликвидность с sell сайда, со свинга, который сформировал этот хай. То есть тут два вот эти, этот и этот. И закрываемся внутри свечи, вот этой медвежьей свечи с диапазоном. И оставляем здесь rejection блок. Вот этот. Теперь, что формирует у нас понедельник? Так, 15-минутный. Теперь, в понедельник мы должны всегда понять, определить наш dealing range, с чем мы должны работать. Да, dealing range, вот у нас low, вот этот high, который забрал ликвидность с buy сайда. Значит, мы определили наш dealing range.
мы теперь делим его на премиум и дискаунт. Вот наш премиум, наш дискаунт. Цена сразу открылась с гэпом, и мы в азиатской сессии уже вошли в премиум. Но в премиуме мы еще не протестировали ни один пой. То есть либо ордер блок, либо имбаланс должны были протестировать. Поэтому на 15-минутном таймфрейме мы должны сразу отмечать наши пои, где у нас есть, допустим, зона имбаланса 15-минутного таймфрейма. Вот наш первый имбаланс. И вот второй и третий. Но до этих имбалансов у нас есть зоны сопротивления, сильного сопротивления. Вот эти зоны, это у нас зоны Balanced Price Range. BPR зоны. Вот. Эти зоны очень всегда имеют сильное сопротивление, и цена не может с одного раза сразу так с легкостью пробить эти зоны. Поэтому можно всегда, если у вас есть пой 15-минутный, над ними, над этими диапазонами Balanced Price Range, то можно даже не ожидать, что цена достигнет до этих уровней. Потому что вот этот диапазон очень сильно пробить. И нужно отмечать всегда, если цена находится под уровнем BPR, надо отмечать POI, который находится под этим диапазоном. Вот. Это то же самое, как работа с эндогами и энвогами. Да? Если вы знаете, если у вас находится эндог над ценой, то нужно работать всегда на sell, потому что цена не сможет пробить энвог либо эндог с одного раза. То же самое и здесь с BPR. Отмечаем вот 15-минутный имбаланс и ждем реакцию от этого имбаланса. Как мы видим, вот реакция есть у нас. В лондонской сессии цена уже получает реакцию, и здесь мы так, на 15-минутном таймфрейме уже есть слом через цист. Вот он, смотрите. Так. Да, сейчас отмечу здесь тоже имбаланс этот. И теперь важный момент. Вот мой диапазон 15-минутного имбаланса. Смотрите, что я сделаю, чтобы вроде бы с одного взгляда, если посмотреть, будто бы нет здесь никакого SMT, да? Потому что если разделить на этот диапазон на квадранты, то мы увидим, что S&P 500 достиг лишь, даже не достиг, вот, он не достиг даже 0,5, половины этого диапазона, а NASDAQ, он пробил 0,5 уровень этого диапазона. Плюс у нас есть еще вот этот свинг. Так. И S&P 500 и NASDAQ пробили этот свинг high. И на первый взгляд может оказаться, что здесь нет никакого SMT. А выявляется SMT именно вот таким вот образом. Вы сначала делите ваш диапазон имбаланса на квадранты и уже смотрите, докуда дошла цена на одном из этих активов. Вот здесь пробили 0,5 уровень, а здесь не дошли. Вот, значит, SMT есть. Плюс цена вошла в пой на премиуме от дилинг рейнджа. Над этим диапазоном у нас есть сильная зона сопротивления. И наше дело лишь здесь ожидать,
реакцию от этого ключевого уровня. И как мы видим, цена получает реакцию, отталкивается от этого уровня. И мы здесь должны отметить либо на старшем таймфрейме от 15 минут, либо на младшем таймфрейме слом структуры. Вот у нас здесь на М15 слом через цист. Цена закрывается телом, вот видите, эта свеча телом закрывается под этим уровнем. Затем обратно возвращается цена, тестирует этот цист и начинается падение опять в шортовом направлении. Здесь можно было уже как бы поймать это движение, дистрибуцию. И здесь таргеты были бы вот эти равные лои, видите, азиатский лоу. Вот тут прям очевидную ликвидность формировали. Вот она. И можно было бы таргетироваться именно на эту ликвидность в лондонской сессии. И плюс на младшем таймфрейме, смотрите, я спустился на М3. Тут, так как цена фрактальна, она повторяет одно и то же на всех таймфреймах. Вот наш уровень цист. Видите, от тела серии бычьих свеч, самую первую свечку я беру, и от тела тяну уровень циста. И цена пробивает этот уровень, затем обратно возвращается, тестирует этот же уровень, и после этого только падает. Это все алгоритмично. Поэтому, если вы научитесь читать алгоритм, то ничего такого сложного не будет при чтении алгоритма и как находить самые точные входы на любых таймфреймах. Итак, первый мой трейд в понедельник. Так, сейчас. Было так, вот здесь Нью-Йорк. Давайте тогда прокрутим в нью-йоркскую сессию. Да, в открытии Нью-Йорк был мой первый трейд. Прокрутим до Нью-Йорка. В принципе, видите, смотрите, вот тут нам дали, да, SMT есть, ключевой уровень был протестирован, здесь нам дали слом структуры. Если бы вошли бы вот тут с таргетом на эти равные лои, мы бы уже до Нью-Йорка получили бы свой take profit. Потому что вот очевидная ликвидность, равные лои. Здесь слом был, нужно было просто войти. Тут найти на младшем таймфрейме вход, можно на М5, либо на М1. Это уже зависит от вас самих. Вот, допустим, здесь после слома, да, откуда можно было бы найти вход? Вход можно было бы вот от этого. Так. Вот эта свеча. Вот эта бычья свеча. От ее теста можно было бы открыть позицию. Сейчас, где вот ордер блок. Да. Вот эта свеча закрывается телом под уровнем цист. Затем цена обратно возвращается, тестирует этот ордер блок. И цена начинает падать отсюда. Давайте на М1 посмотрим, как здесь все было. На М1, может быть, даже еще чище был бы, дали бы нам вход. Так. Вот наш уровень цист, да.
самый лучший вход это всегда от имбаланса. Цена должна создать. Тут есть имбаланс, но он не протестирован. Поэтому, если бы даже здесь пропустили бы вход, то вот самый лучший, здесь на минутном таймфрейме, лучшая позиция, здесь вот она. Когда цена сделала confirm слома структуры, вот это движение, это называется confirm, когда подтверждаем слом структуры, и после этого цена возвращается, тестирует этот имбаланс, вот тут можно войти, открыть позицию. Это самая лучшая точка для входа. Поставить стоп сюда. Вот, допустим, от теста имбаланса стоп тут. И таргет равные лои будут. Азиатские. Плюс здесь ликвидность сессии. И еще вот эти low resistance ликвидность и равные лои эти. Вот ставим сюда таргет. И тут у нас уже вот RR 1 к 6 есть. И как мы видим, цена даже близко не подошла к нашему стопу. Тут. Индюсмент, конечно, индюсмент. Вот здесь, в принципе, на младшем таймфрейме. Так, сейчас. Так. Индюсмент это своего рода манипуляция. Это ложное движение для того, чтобы привлечь неосведомленных, неопытных трейдеров, которые не знают, как работать по байосу. Это ложный слом направления тренда. Допустим, вот здесь, вот это движение, если возьмем, цена отпустилась, начало движение в лонг. Вот тут тоже обманное движение. Когда был разворот отсюда, и цена начала двигаться в лонг, то неопытные трейдеры здесь думают, что это движение было просто откатным движением, так как наверху еще есть имбалансы, вот эти не протестированные, и это движение просто тест. И тут многие входят в лонговое движение, в лонги. А на самом деле вот этот разворот, это манипуляция. Для того, чтобы больше стопов здесь набралось. И как мы видим, смотрите, цена спускается, сбривает их, вот, сбривает, затем опять делает ложное движение. Вот одно, потом опять. Все это ложное движение. И вот эти фитили, есть трейдеры, которые торгуют именно по фитилям. То есть такая теория в трейдинге, торговать против фитилей. Если у вас вот такая возникает, допустим, вот серия таких фитилей, длинные хвосты, то надо торговать против этих свечей, то есть в лонг. У нас образованы эти свечи, тени на sell, надо торговать в buy. Есть такие трейдеры, которые торгуют именно вот по таким анализам. А это просто манипуляционное движение, видите? Здесь собирают опять, накапливают стопы, ликвидность, потом сбривают их. Так, сейчас. Вот inducement, смотрите, хотел здесь вам показать. Inducement вот в этом движении, тут, вот этот buy side ликвидность, вот эта ликвидность. Цена сделала ложное движение вверх, вот здесь, потом опять вниз. Просто здесь они сбрили их, вот тут не было сбрито. А вот на Dow Jones, вот это движение, это и есть очистка индюсмента. Вот это.
Видите, тут нету, и тут плюс здесь формируется опять SMT по MXM модели, это подтверждение первой фазы Silver Bullet после SMR. Это Turtle Soup. Так. Подтверждение первой фазы Silver Bullet. Но одним индюсментом вы далеко не увидите, если вы не будете читать полностью всю структуру и понимать весь контекст. Потому что индюсменты, они формируются часто, если у вас нету байеса, нету умения читать контекст, то вы будете сами попадаться на эту ловушку. Так, окей. Это 15. Нью-Йорк. Мой первый трейд, давайте разберем. Вот мой первый трейд с открытием Нью-Йорка. Я зашел в шортовом направлении здесь. Сейчас перейдем на М1. Так, М1, да, вот все. Почему я здесь вошел в шортовом направлении? Так. Потому что, как мы видим, смотрите на Dow Jones. Dow Jones снял всю ликвидность с buy-сайда, а S&P, NASDAQ сделал фейл. Мы даже не дошли до вот этих уровней. Поэтому здесь я уже увидел, что произошло SMT дивергенция и открыл позицию в шорт с этого же места. Таргет у меня был. Так. Где это? Вот этот sell side. Вот эта ликвидность sell side. Плюс у нас еще так. Этот sell side, и видите, вот здесь тоже равные лои. Один к 6. И моментально почти отработал тейк тут. Так, где это? Так, сейчас сверимся еще с S&P 500 тут. Был момент. Да, здесь в понедельник я вообще ожидал, что цена упадет еще ниже, что соберем вот эту ликвидность. Но тут, когда уже сформировался SMT, видите, с S&P 500, NASDAQ сбрил всю ликвидность, зачистили sell side, вот эту ликвидность забрали. Как забрали, а S&P 500 он не спустился вниз. То есть первая манипуляция была с Dow Jones, когда открылся equity Нью-Йорка. Dow Jones ушел в buy side, сбрил ликвидность buy side, а NASDAQ нет. Затем NASDAQ начал падать. Мы сбриваем здесь, очищаем sell side ликвидность, а S&P 500 делает fail, он не очищает. Тем самым у нас здесь образовывается SMT дивергенция, поэтому я здесь отметил его в тот день. Так как SMT здесь сформировалась, я уже закрыл позицию здесь. Если актив, с которым вы всегда чекаете SMT дивергенцию,
не идет по направлению вашей ликвидности, а формирует SMT, надо закрывать позицию. Все, потому что это сигнал разворота тренда. И тут цена потом уже ушла дальше. Я здесь в понедельник больше не стал торговать, потому что понедельник не самый такой волатильный день. Понедельник, наоборот, просто он больше нужен для анализа следующих дней. От него можно делать анализ всей недели, отталкиваться и делать прогноз, какая будет неделя, как будет неделя формироваться. Так, перейди уже на... все. Все, день закрылся. Теперь смотрим, определяем наш байс по отношению к следующему дню. Как вообще закрылась дневная свеча, как закрылась. Закрылись бычьей свечой. Особо ничего, никакого SMT здесь нету, не с чем сравнивать, потому что находимся внутри рейнджа пятничной свечи этой. Поэтому здесь нейтрально у меня был, здесь байс нейтральный вообще. Закрылись бычьи, вообще это сигнализирует, что будет продолжение на следующий день в лонговом направлении, потому что свеча вот закрылась именно в лонговом направлении. Но так как мы находимся все еще внутри этого рейнджа, то тут может произойти любой сценарий. Так. Азия открывается, забираем previous day high предыдущего дня. Previous day high. И сразу же делаем слом структуры. Прям в Азии. Вот здесь. Вот тут у нас слом через цис был. Азиатская сессия прям сильно начинает расширяться. И когда такое происходит, нам всегда нужно отмечать наш эндок и инвок, то есть открытие недели. Вот у нас диапазон нашего инвога. Так, инвок. Инвоги, вот эти гэпы, которые сформируются в начале недели, они имеют два функции. Они могут служить как дол, drive on liquidity, то есть магнитом для цены, как дол. И также они же могут служить как уровнем сопротивления и поддержки. Support.
Потому что этот диапазон, вот этот NVOG, здесь не было никакой продарковки, не было ни продаж, ни покупок. Поэтому, чтобы сбалансировать этот диапазон, цена всегда возвращается внутрь этого диапазона. Либо полностью заполнить его, либо протестировать, чтобы хоть как-то обеспечить куплю и продажу внутри этого диапазона. Поэтому если этот диапазон не был протестирован, сначала служит как магнит дол, притягивает цену к себе, затем он переходит уже к второй своей функции, как support и resistance. Тут мы видим, что цена прям явно тянется вниз в sell side. И здесь нету никакой ликвидности. Тут только есть диапазон NVOG. А так как NVOG, у него две функции мы определили, это Dol, Support and Resistance, то здесь он выполняет свою функцию как магнит для цены. Сейчас, минутку. Алло. Лабай. Ассаламу алейкум. Прошу прощения. Так, продолжим. Итак, NVOG, NDOG это первая функция у них магнит, вторая функция поддержка и сопротивление. Итак, так. Посмотрим теперь мой второй трейд. Это была опять нью-йоркская сессия. Давайте прокрутим до Нью-Йорка. Перейду на М1. Вот, вход был здесь, после открытия Нью-Йорка. Вот тут был вход, да. И что самое интересное, смотрите. В лондонской сессии цена спустилась вниз, но не дошла до NVOG. Она не протестировала его. А наоборот, когда осталось чуть-чуть, развернулась, и здесь сформировали ликвидность опять. Это для чего? Это для будущего движения. Специально формируют такое движение, чтобы здесь накапливались стопы. Стоп-ордера. Понятно, да? Плюс тут у нас еще есть 15-минутный баланс. Вот он. Вот. И цена здесь моя идея была в чем? Моя идея была, что цена здесь должна протестировать этот диапазон NVOG. Вот этот. И заполнить полностью этот имбаланс.
Отметим то же самое здесь на S&P 500. Разделим опять-таки на квадранты, чтобы определить SMT дивергенцию. Вот тут я открыл позицию в шортовом направлении. Стоп был, стоп-лосс здесь. Итак. И таргет на заполнение этого имбаланса. Потому что здесь у нас, видите, здесь нет ликвидности. Когда нет ликвидности, но цена формирует движение в эту сторону, то мы работаем с имбалансами, либо энвогами. Почему? Потому что и имбаланс, вот этот BC, и инвог, это диапазон, где не было баланса. Были только вот покупки, но продаж не было. То есть было одностороннее движение, цена только росла. А чтобы сбалансировать, мы должны здесь, то есть алгоритм должен обеспечить и продажи. Понимаете? Покупки и продажи. Вот именно так и действует рынок, чтобы был баланс. Если были покупки, то должны быть и продажи. Если было где-то только одностороннее движение, только покупки, то цена вернется внутрь этого диапазона, чтобы сделать баланс. Так и работает рынок. Рынок двигается сначала с одного несбалансированного диапазона. Он приходит, балансирует, но когда он создает это движение, стремясь к этому диапазону, он формирует опять несбалансированный диапазон. Премиум и дискаунт. И так и ходит цена вверх-вниз от имбаланса, чтобы, то есть к имбалансу. Здесь не сбалансированный диапазон спускается, балансирует, поднимается. Здесь к тому времени формируется уже еще один диапазон, который не сбалансированный. Так и ходит вверх-вниз. Так. Вот мы видим здесь тейк отработал, как раз заполнили имбаланс 15-минутный, а к тому моменту S&P 500 вот уже сделал глубокий откат к 0,5 уровню этого NVOG. Здесь уже есть SMT дивергенция. Так, больше я не торговал, по-моему, в этот день. 14. Тут я добавил позицию, потом еще раз добавил. Вот. Тут вот здесь отработал и на sell, потом и на buy. Так. Теперь объясню, почему у меня здесь, я зашел здесь на buy. В buy позицию мы открыли вот тут. Это минутный таймфрейм, когда заполнили имбаланс. У нас SMT дивергенция уже была, мы заполнили полностью диапазон 15-минутного имбаланса, так что свою миссию цена здесь закончила. Да? Я здесь сразу начал отмечать уровни циста, откуда цена может дать мне подтверждение, что уже слом произошел.
как только здесь цена, вот смотрите, эта свеча, медвежья свеча, была поглощена бычьей, мы здесь сформировали диапазон имбаланса. Вот. Затем новая свеча. Здесь, видите, на S&P 500 она закрывается над телом опять предыдущей свечи, вот этой свечи. Тут я уже вошел в позицию лонговую. Это агрессивный вход. Если у вас есть опыт достаточно, вы можете открывать такие позиции, но я рекомендую после подтверждения, когда у вас будет прям четкое подтверждение через слом структуры MSS, либо через классический цист. Вот тут серия медвежьих свечей, когда они будут поглощены, либо вот этот swing high, который создал этот swing low, будет поглощен телом свечи, это будет подтверждением классического слома структуры. Вот после этого можно смело заходить. Вот эти такие входы, они экстремальные, они рискованные. Если вы открываете такие позиции, но лучше рисковать здесь с минимальным риском, с минимальным лотом, маленькими позициями. Если вы не видите здесь на M1, то переходите на более старший таймфрейм, на M3, либо на M5. То же самое будет происходить и на старших таймфреймах. То же самое, слом структуры через CIS, через MSS, но вы будете уже более, как вам сказать, подстрахованы, и ваш слом будет более сильнее подтвержден на старшем таймфрейме, чем на младшем. Итак, здесь я вошел в лонг, и тейк был первый тейк, вот эти равные хаи. Второй buy side лондонской сессии, и третий тейк вот эти равные хаи. Сейчас я вам покажу здесь на графике это все. Первый тейк был, вот видите, это, сейчас выключим вот это, чтобы не мешало нам. Все. Первый тег я поставил на вот эти равные хаи. Второй take profit. Сессионный ликвид Лондона. И третий. Так. Вот этот buy side был, да. Сейчас. 24 819. Так, 24 819. Так, над Лондоном, да, значит, именно вот это. Потому что здесь уже был имбаланс 15-минутный. Да, вот этот имбаланс. Все. Вот эти три таргета. Делаем подтверждение. Перехожу на M1.
есть первый тег отработали. Когда уже забрали тег, при откате опять цена, когда откат будет делать, можете открывать позицию и будете уже рисковать теми деньгами, которые вы заработали вот на этом трейде. Вы уже не будете рисковать своими деньгами. Можно так. Либо можно здесь, допустим, открыть лот 3, либо 0,3 и закрывать по частично. Вот когда цена дойдет сюда, можете закрыть 50%, либо 1/3 и закрываться вот поочередно. Либо открывать новые позиции здесь. Здесь основная идея, как бы умение работать с профайлами недельными и дневными и сессионными. Если вы знаете, как работать с этими профайлами, то достаточно будет вот этих 2 сессий, чтобы предсказать, что будет у вас происходить в нью-йоркской сессии. Поэтому, когда была сформирована уже азиатская сессия и лондонская сессия, у меня была идея уже, как будет дальше двигаться, формироваться цена, как будет формировать цена движения в нью-йоркской сессии. Поэтому и здесь я смело ловил и шорт, и лонг позицию. Так, это М1. Сейчас переключим на М5. И как мы видим, вот цена полностью отработала все 3 таргета. И потом вот этот таргет тоже забрали. Вот, забрали таргет. Теперь, это у нас вторник, да, был. Тут уже можно было здесь увидеть формирование MXM модели. Вот когда цена начала спускаться сюда, на sell side, здесь уже формировали кривую продаж MXM модели. Вот это кривая продаж называется. И вот это аккумуляция, консолидация внутри концепции MMXM, это у вас будет оригинальной консолидацией, original consolidation. Второе, здесь и первое, аккумуляция. Вторая аккумуляция. Так формируется MXM модель. Это MXM модель buy model. Buy model. В MXM buy model оригинальная консолидация у вас будет находиться всегда в премиуме. А SMR, Smart Money Reversal, будет в дискаунте. Это аккумуляция. Когда у вас происходит формируется кривая продаж, в кривой продаж всегда аккумуляция, в кривой покупки у вас всегда дистрибуция. И надо спорить, я лучше знаю об этом. Блин, если бы знали, сколько я материала перекопал, когда изучал эту модель MXM. Да, конечно, смотрю STDV обязательно. Просто здесь я не показываю, это незачем показывать.
STD в комбинации. Плюс, если это MXM модель. И плюс тут еще внутри было просто обычная классическая PO3. Это AMD модель. Вот здесь у нас была аккумуляция. Так. Вот аккумуляция, это манипуляция, и после аккумуляции дистрибуция. Можно читать даже таким образом. Можно подключить квартальную теорию, там тоже сделать анализ, но это уже будет слишком долго. Окей, следующий день, этот день закрылся. Так, среда. А это уже у нас вторник, да, среда. Смотрим. Азиатская сессия. В MXM модели в таргет всегда вот оригинальная консолидация, у вас таргет. Ликвидность. М5, М5. Итак, здесь Нью-Йорк. Я как раз торговал в Нью-Йоркской сессии в этот день. Вот этот вторник, как я отработал, скрины вторника. Вот в sell, потом в buy. Вот как только цена доходила до моего таргета, я закрываю позицию, открываю новую позицию. Вот. Дошли до второго тейка, здесь закрылся, цена опустилась, откатилась, я открываю здесь лонг позицию. Все, доходим здесь до второго тейка, третьего тейка, закрываю позицию. Здесь на откате опять открываю позицию. И так вот получается почти всю вот эту sell side кривую я торговал и закрыл. И в sell, и на long тоже, и на buy. Вот у нас 15 число, это как раз среда. И первый тейк у меня, то есть первый трейд в нью-йоркской сессии 9.45 зашел на buy. И это вот здесь находится, вот тут на М1. Почему на buy? Да? Почему у меня здесь была идея на buy? Понятно, да, здесь все, вот. MXM модель, вот она. Так как до Нью-Йорка мы не дошли до этого, оригинальной консолидации, а до него мы здесь сформировали вот эту ликвидность, то в Нью-Йорке я ожидал зачистку этой ликвидности, плюс здесь опять классический PO3, сначала цену аккумулировали, потом манипуляция, вот манипуляция. Манипуляция. По ИБДА концепции, если вы знаете, если вы изучали, то манипуляции, они всегда связаны с чем? Кто знает, тот знает, да? Откаты связаны с чем-то, манипуляции связаны тоже с чем-то. Если кто-то есть из студентов, можете ответить. Итак, вот, доходим до 15-минутного имбаланса, и этот 15-минутный баланс прямо идеально удерживает цену, как мы видим,
ни одна из этих свеч не закрылась телом ниже этого диапазона. Поэтому здесь я уже вот тут поймал вход. Верно? С имбалансами манипуляции связаны. Так. Вот тут. Здесь у меня 5-секундный таймфрейм. На 5-секундном заходил. Можно даже не спускаться, да, думаю. Так. От теста имбаланса, вот можно здесь прямо открыть позицию. Вот на 5-секундном открыл. С таргетом уже вот этот high. На старший таймфрейм переведем. Как мы видим, цена моментально отработала. Теперь, как мы здесь работаем? Цена опять достигла премиума. Мы спустились в дискаунт. Теперь опять пришли в премиум. В премиуме у нас здесь было отмечен, да? Вот это зона BPR. Balanced Price Range. Под ним у нас диапазон 15-минутного имбаланса. Вот он. И теперь смотрите, как здесь цена реагирует на диапазон имбаланса. Смотрите. Опять ни одна свеча не смогла закрыться телом над над уровнем CE 0,5 уровнем 15-минутного имбаланса. Отсюда цена получает реакцию, мы падаем. И полностью вот эту ликвидность защищаем. Вот эта ликвидность, которая сформирована была, мы очищаем. Затем, после манипуляции, я опять открыл позицию в лонг. Вот тут, 15-минутная свеча. После того, как эта свеча закрылась, и я получил подтверждение, так, МСС, закрылись телом, то на второй этой свече я открыл позицию в лонговом направлении. С таргетом на этот хай, на хай, который был образован в нью-йоркской сессии. Вот сюда. Почему? Потому что ликвидность всю мы уже забрали. Плюс мы опять протестировали дискаунт. Мы поднялись на премиум от этого ранжа. Вот. Премиум, дискаунт. Мы поднялись в премиум от большого рынжа, а потом спустились опять в дискаунт рынжа, который был сформирован этим движением. Протестировали 15 вот пой, 15-минутный имбаланс. И отсюда получили реакцию. Здесь был слом структуры. Плюс тут еще сформировался SMT дивергенция с NASDAQ, с S&P 500 и Dow Jones. Все подтверждение было на то, чтобы уже заходить в лонговую позицию. Дальше уже здесь день закрылся, перешли на новый день.
Тут я добавил опять позицию. Вот тут после Азии. Здесь еще добавил позицию с таргетом на тот же хай. Вот здесь это было. Почему? Потому что у нас была здесь SMT дивергенция. Так. Это S&P 500, а где наш друг? Да, вот. Видите, вот эту свечу? Dow Jones полностью зачистил вот этот sell side, а NASDAQ нет. Эта ликвидность, вот эта sell side ликвидность, она осталась нетронутой. Тем самым здесь было подтверждение еще одно, и я открыл еще одну позицию тут. Здесь забрали. Теперь, так, 16. Здесь отработал. И когда достигли мы этого, смотрите здесь, что сформировано было. Это на М15, на М1 еще лучше прям четко видно было. Сценарий опять повторяется. То, что было до этого дня, видите, мы создали здесь, цена создала здесь ликвидность, low resistant, манипуляция в Нью-Йорке, затем разворот. Здесь то же самое. Плюс у нас еще было тут еще одно подтверждение. До Нью-Йорка цена здесь сформировала аккумуляцию. Вот она, аккумуляция. Да. Цена находилась внутри ренжа. Здесь был seek and destroy. Вот. Если так взять. Вот этот рейндж. Да. Сначала забрали buy side, потом опустились, забрали sell side. Поднялись наверх, сформировали новый рейндж, спустились, забрали опять buy side, спустились, забрали sell side. Это называется профиль seek and destroy. После этого последнее движение, вот манипуляция, цена поднимается, уже так, вот у нас BPR зона, помните BPR, Balanced Price Range, сейчас отмечу. Вот этот диапазон, помните, да? Я говорил то, что этот диапазон легко не пробить. И вот цена отталкивается отсюда, получает реакцию. Я открываю здесь позицию от инверсионного имбаланса на 3-минутном таймфрейме. После подтверждения. Сейчас перейду на М3. Так. Вот здесь. Здесь IPVG. Плюс на М1, если перейдем, тут было уже. Сейчас удалю все это, чтобы не морочило. Да. Здесь был слом сначала через цист. Вот на М1, видите, серия бычьих свечей, которые это и есть уровень цист. Вот. Цена затем пробивает этот уровень, закрываемся телом. После этого возвращаемся, тестируем, и, как мы видим, ни одна свеча опять не смогла пробить этот уровень телом. Это отличный сигнал того, что алгоритм уже здесь разворачивается. От лонгов переходим к шортовому направлению, к шортовому движению. Плюс, так, вот здесь у нас было, так, SMT, где? Здесь был слом через МСС. Этот swing low создал этот swing high. Но так как здесь не было имбаланса, то этот МСС, он не очень надежный. Поэтому и здесь нужно было делать анализ от этого цист уровня.
И от теста вот этого инверсионного имбаланса на М3 я здесь выполнил вход. На М, так, в шартовом направлении. И таргет уже, вот первый таргет, сейчас сделаем. Вот так. Вот здесь лучше видно. Видите эти равные лои? Здесь low resistant ликвидность и равный лои. Первый таргет был здесь. Второй таргет вот тут. Здесь уже сессионная ликвидность. Сейчас покажу. Это таргет. Почему я здесь был уверен, что уже цена точно дойдет вниз, да? Здесь опять мы формируем MXM модель, только sell model. Это кривая покупок. Здесь мы сделали разворот. И теперь тут у нас SMR зона. И здесь кривая покупок. Вот. Так. Второй таргет у меня был вот здесь. Отработка, и потом сразу и второй таргет тоже сразу быстро забрали. Вот. Первый, второй. И тем самым мы забираем всю вот эту ликвидность. Вот все мои входы. Работа вот с имбалансами, с ордер-блоками. От теста имбаланса заходил, дополнял позицию. От теста ордер-блока опять дополнял позицию на младшем таймфрейме на М1. И до таргета. Так, это уже у нас 17 число, пятница, четверг. Так. Удалить. А, вот эту ликвидность мы тоже забрали. Последнюю ликвидность. Вот ее. Совсем развернулись уже. И в пятницу я... Даже не в пятницу, а, по-моему... Так, сейчас скажу. Это пятница же, да, здесь? Да, вот пятница. Блин. Четверг я здесь входил, значит. Да, в четверг я кидал в группу. Сейчас, где это? Свой прогноз о том, что вот. Вот когда еще только Нью-Йорк ПМ закрылся, я делал прогноз, что на следующий день таргет будет вот этот sell side, то есть лоу предыдущего дня, предыдущего вот этого дня. И я буду работать вот с этой ликвидностью. И в лондонской сессии
Вот вход. В лондонской сессии я выполнил вход. Так, это было вот здесь. На М1. Что произошло? Цена пришла в диапазон 15 минут моего баланса. Тут. И тут же получила реакцию. На секундном таймфрейме я здесь выполнил вход уже. Теперь первый таргет у меня был... Так, сейчас покажу вам. Вот здесь был 15-минутный баланс. Первый таргет был здесь, сюда поставлен. Сейчас отметим. Вот этот имбаланс. Это первая зона сопротивления в моем пути. Если пробьем, то я дальше продолжил бы работать уже с таргетом на вот этот sell side. Поэтому тейк я ставил сюда на 0.5 CE уровень этого баланса. Блин, не так же быстро. Моментально отработал. Так. Так, в пятницу вот это движение взял. И в Нью-Йорке ожидал манипуляцию вот сюда. С открытием Нью-Йорка. Но ни один актив не дал эту манипуляцию. Оставили ликвидность, вот эту ликвидность. Затем просто развернулись и дальше продолжили движение. Это движение, этот сценарий тоже в закрытом канале обсуждал со своими студентами. Когда еще цена была вот тут, когда сформировали вот этот лоу, здесь было ясно, что формируется AMD PO3. Аккумуляция, манипуляция, да, и дистрибуция. Но конфликт был со старшим байесом. Если посмотреть, предыдущий день, сейчас вот закрою, смотрите, здесь старший таймфрейм прогнозировал так, медвежий байес. Дневной свечу где это дневной. Все, да. Смотрите, вот тут образовали SMT-дивергенцию. Да. Вот она. И закрылись телом внутри предыдущей свечи. Такое формирование он прогнозирует, что в следующий день байес должен быть медвежий. Но на следующий день уже в Нью-Йорке здесь... Так, Dow Jones сейчас на часовом таймфрейме. Так, Dow Jones не забрал. S&P 500. Тоже не было никакого... Вот, был конфликт от старших таймфреймов по отношению к профилю дня. Поэтому здесь я уже не стал рисковать. Я ожидал, если дадут манипуляцию в нью-йоркской сессии, то хотел попробовать поймать лонговую позицию. Затем вот тут я открыл позицию в шортовом направлении с таргетом на вот эти равные лои. Так.
на эти равные лои. Но цена спустилась до этого уровня, потом развернулась, и я тут закрылся с БУ, с безубытком. После этого я не стал торговать, все. Потому что не дали манипуляцию прям четкую, и тут контекст. Из-за того, что создался конфликт. Сейчас. Daily bias. Bias is daily profile. Когда такое, то дальше уже не стал торговать. Второй таргет, почему не был лоу? Лоу я тоже отработал, этот лоу. Потому что, так, сейчас, это был какой? Вот этот день. Вот этот день. Я ставил свой таргет на PM-сессию. PM-сессию. Почему? Потому что я здесь думал то, что цена может сформировать SMT-дивергенцию. Если NASDAQ придет до этого уровня, а S&P 500 заберет эту ликвидность с swing low, то у нас сформируется здесь SMT-дивергенция. А если мой таргет был бы до сюда, да, то цена могла бы развернуться, не дойдя до моего таргета. Поэтому я ставлю свой take profit на очевидный прям таргет, который 100% отработает. И если дальше цена покажет свое стремление, что она еще дальше намерена двигаться, я открываю после подтверждения старшего таймфрейма позицию и ставлю уже таргет на этот лоу. Учитывать надо именно такие моменты, потому что S&P 500, он все-таки самый сильный среди этих трех активов. Самый сильный. И часто S&P 500 первее доходит до таргета. И тем самым образует всегда SMT-дивергенцию с NASDAQ. Вот среда, лоу среды, вот. Вот тут этот момент мы недавно рассматривали, когда поставил первый таргет вот сюда, второй таргет был поставлен сюда, но не на лоу. Идея именно заключалась в этом, что S&P 500 заберет первым этот лоу. Потому что у меня таймфрейм стоит так. Начало PM-сессии всегда в 13:30. В 13:00. То есть здесь и хилл-зона, то есть начало хилл-зоны, поэтому это дефолтные настройки стоят у меня, вот дефолтные, я не трогал. Я только вот Азию только исправил, из 19 на 20:00 перекинул и все, чтобы Азия у меня начиналась с 20:00. Вот таким вот образом. И теперь смотрим на как эта неделя формировалась по LMXM модели. Вот здесь начало новой недели, отсюда начинается. Здесь формируем кривую продаж. Вот она. MXM модель, кривая продаж. Затем формируется кривая покупок. И когда формируется кривая покупок, здесь формируется уже будущее, то есть будущая первая половина новой модели LMXM модели. Вот тут потом формируется, смотрите, кривая продаж. Тут кривая покупок, она превращается в вторую часть MXM модели. Затем эта кривая продаж
превращается в вторую часть MMXM модели, который будет уже работать как ликвидность для будущего движения MXM модели. Поэтому в ICT концепции MXM модель считается одной из самых сильных моделей наряду с PO3, потому что цена всегда двигается вот по этой модели. По MXM buy model, MXM sell model. С buy на sell на buy. И так, зигзагом. Сначала, допустим, цена идет чистить buy side, потом sell side, buy side, sell side. Все. Если кто-то хочет углубленно изучить эти все концепции PO3, MXM модели, квартальную теорию, то добро пожаловать. У меня курс открыт. Ребята, вот те, кто обучились в моем курсе, уже полностью понимают. Это и есть чтение алгоритма. Все вот это движение, это алгоритмичное. ICT учит именно, Майкл учит именно этому, читать алгоритм. То есть вот этот алгоритм, если это алгоритм, то у него должны быть паттерны, которые повторяются, шаблоны, которые повторяются. И Майкл разработал именно эти шаблоны, чтобы можно было читать по этим шаблонам и делать, прогнозировать будущее движение на основе вот этих уже, на основе историй. И вам не нужны здесь никакие индикаторы, ничего такое, все больше. Можно просто вот по самой цене делать прогноз, смотреть, читать цену. ICT концепция учит именно этому. Итак, прогноз на будущую неделю. Посмотрим, как эта неделя вообще закрылась. Мы находимся опять по-прежнему внутри рейнджа предыдущей недели. Здесь нейтрально. Ничего не могу сказать, потому что вот никуда. Мы ровно, смотрите, отработали 0.75 диапазон очистили, 0.25 очистили и закрылись прямо в середине. Но если делать анализ по квартальной теории, то следующая неделя у меня на следующий рейндж будет теперь вот этот рейндж. Да? Так. Buy side, sell side, да? По квартальной теории следующей неделе будет манипуляционной неделей. И как только зачистим одну из сторон, либо buy side, либо sell side, это будет первое движение, будет манипуляцией. После манипуляции надо ловить дистрибуцию и входить в направление дистрибуции. Давайте посмотрим, надеюсь, уже к следующей неделе правительство США запустит полномасштабно свою деятельность и начнет давать отчеты экономические. Так, сейчас посмотрим теперь. Блин. Окей, теперь следующая неделя будет. Вот она. Ага. В пятницу CPI новости. До пятницы у нас ничего не будет. Значит, если пятница самая волатильная, но еще не факт, что эти отчеты выйдут. Вот здесь предупреждение стоит, то, что это все под вопросом. Гипотетически, да, как говорится, если в пятницу выйдет новости, то следующая неделя опять продолжим мы
Это аккумуляционное движение, будет до пятницы цена находиться внутри рынжа, и в пятницу у нас будет первый пробой либо sell-сайда, либо buy-сайда на фоне новостей. Либо если пробьем пятницы, до пятницы, то CPI будет служить как топливом для дистрибуции. Вот такой вот прогноз на будущую неделю. Посмотрим, пока мы находимся внутри рынжа, и цена сейчас в фазе MXM модели buy side. И тут вот этот таргет. Этот первый, второй вот этот таргет. Все есть. Плюс и еще такой глобальный момент. Хочу вам здесь показать. Так, это дневка, да? Да, вот дневка. Блин. Сейчас. Слом у нас уже был вот тут. Первый, а второй прям классический здесь был. И как мы видим, ни одна свеча телом еще не смогла закрыться над этим уровнем, да? Плюс у нас здесь есть ликвидность еще не забрана. Вот это ликвидность, low resistant. И мы находимся внутри недельного. Да. А это, блин, это же US 30. А мне кто-то говорит, я проебал этот момент. Блин, все это время на съебись отсюда, блин. Вот он. Это же US 30. А я не понимаю, я прочел US, это же US 30. К чему он говорит, это US 30? А, блин. Моя ошибка, протупил. Вот. Значит, предыдущая неделя. Ну, сценарий тот же остается. Мы все еще находимся здесь, внутри. Мы здесь протестировали rejection блок от... Так, недельный rejection блок. Вот этот. И еще один самый интересный момент тут. Смотрите. Вот rejection блок. И мы протестировали ровно 0.5 CE. Это сильный сигнал. От него можем оттолкнуться и упасть. Так, на дейли. На дейли. Теперь вот здесь можно уже прям четко лучше. Вот цист, видите, прям как классно. Вот цист наш. И плюс у нас был здесь вот этот имбаланс. Дейли. Вот. Тут мы подтвердили слом через МСС. Слом был прям сильный. Мы закрылись телом ниже всего этого уровня. И здесь уже на текущей неделе протестировали, обратно пришли тестировать цист. И самый классный, вот это, помните, так, студенты мои знают, А плюс модель MXM. А плюс модель. Помните? Цена сначала должна забрать ликвидность, затем делаем слом, либо через ЦИС, либо через МСС, и вход от теста имбаланса. Вот наш имбаланс, только он в дневном таймфрейме. И здесь мы пришли, смотрите, опять вот дневной Daily FVG. Это я могу убрать. 0.5 тестируем. Если мы закроемся на следующей неделе ниже этого уровня, то у нас тут прям отличная ликвидность накоплена. Вот она.
То есть вот это движение может быть началом шортового движения, шортового тренда. Месяц у нас будет шортовым. А для этого мы должны забрать теперь на следующей неделе вот этот манипуляционным движением, вот этот buy side, и обратно вернуться в рейндж. Тогда будет подтверждение. Можно смело работать потом вот с этой ликвидностью. Потому что здесь прям явное накопление, вот эти равные лои, вот эти, это сильный магнит для цены. Вот это, плюс это low resistance ликвидность, это сильный магнит для цены. Я надеюсь на Трампа, то что он опять что-то там ляпнет, и индексы рухнут. И мы на этом и заработаем. Все, спасибо всем за внимание. Своим студентам хочу сделать заявление. Сегодня закину продолжение урока по торговле на новостях. Ждите. Всего доброго, до свидания. Всем удачных выходных. Если вопросы будут, пишите. Если кто-то хочет качественного обучения, а не этой воды, которая, у нас в СНГ сегменте прям кучей валом, добро же пожаловать на мой курс. Тут нету никакой воды, все по факту, все только по делу. Как вы видите, и вы научитесь читать алгоритм и торговать, как мы, как мои студенты и как я. Пока-пока. Скоро, надеюсь, планирую выпустить вторую часть Daily Bias. У меня в планах выпустить продолжение Daily Bias, там уже будет показана работа на младших таймфреймах и плюс как надо входить, на что надо обращать внимание, полностью детально все разжевано будет. Думаю, этот урок еще лучше укрепит и даст вам лучше понимание чтения алгоритма. Пока-пока, всего доброго.